В небольшом селе с чудесным названием Вишенки Новгород-Северского района Черниговской области находится единственный в своем роде памятник халатности и наплевательскому отношению. Природа в этих краях образует невероятной красоты пейзажи. Изгиб реки Десна пролегает под пригорком, на котором выстроен некогда величественный замковый комплекс, а ныне его разрушающиеся остатки, повидавшие на своем веку немало событий, благодаря которым здание приобрело свой нынешний облик. Общий вид дворца изобразил на картине русский художник Александр Михайлович Кунавин примерно в начале XIX столетия, назвав ее Вишенской дачей. Начало строительства грандиозного архитектурного комплекса было положено в конце XVIII столетия графом Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским, видным военно-политическим деятелем, который на тот момент являлся генерал-губернатором Малороссии и владел большим количеством земель, в состав коих входило село с не менее чудным названием Черешеньки и упоминаемое ранее село Вишеньки, расположенное рядом. Граф был наделен чувством вкуса в архитектуре и выбрал воистину великолепное место для постройки дворцового комплекса. Работы длились с 1782 по 1787 год. Их завершение было запланировано к приезду российской императрицы Екатерины II во время совершения ее поездки в Крым. К сожалению, достоверных данных об авторе проекта замкового комплекса не сохранилось, однако многие краеведы склоняются к авторству выдающегося украинского архитектора Максима Климовича Масципанова. Также, предположительно, проектировщиком мог быть Василий Иванович Баженов, либо Джакомо Антонио Доминика Кваренги. Самобытный, сказочный с виду замок выполнен из камня и включает в свой стиль элементы псевдоготики, неоклассицизма и романтизма. Согласно исследованиям историков и краеведов, изначально размер замкового комплекса был значительно больше его сохранившихся остатков. В начале XIX столетия на первом этаже строения насчитывалось 32 комнаты, на втором – 28. Нынче в здании 11 комнат на первом этаже и 6 находится на втором ярусе. Также исследователи допускают, что замковый комплекс намеренно был выстроен в форме буквы «Е», отображая первую букву из имени императрицы Екатерины. С высоты птичьего полета дворец действительно имеет необычную полукруглую форму, но сейчас она мало чем напоминает эту букву. Кстати, императрица действительно посещала это место в 1787 году. Умер граф Румянцев-Задунайский в 1796 году в глубоком одиночестве. Имение в Ташане, нынешней Киевской области, стало его посмертной обителью. Наследство отца, доставшегося потомкам, было недостаточно для проживания безбедной жизни. Дети графа были вынуждены распродать роскошные имения, в том числе и замковый архитектурный комплекс в селе Вишенки. Сын Румянцева-Задунайского, Андрей Петрович, заключил сделку о продаже недвижимости в Вишенках с помещиком Иосифом Михайловичем Судиенко.
Согласно одним источникам, в 1809 году дворец перешел во владение покупателя. Однако, спустя короткий промежуток времени, Румянцев-Задунайский-младший передумал продавать отцовское наследство и разобрал половину замка, преследуя цель либо разорвания договора, либо дабы насолить новому владельцу. Другие источники сообщают, что сам Судиенко допустил разрушение части строения в процессе реконструкции. В итоге оставшаяся часть дворца досталась князю Сергею Алексеевичу Долгорукову, купившему эту недвижимость в 1840 году и произведшему ремонт строения впоследствии. При советской власти в дворце размещался дом престарелых, по другим данным психиатрическая лечебница, пионерский лагерь, дом отдыха. Соответственно, великолепная лепнина дворца пострадала после многочисленных ремонтных работ, производимых в помещениях, при выполнении которых никто из рабочих не церемонился с буржуйскими украшениями на стенах и потолках. Откровенно говоря, внутреннее убранство комнат нынче выглядит устрашающе, словно сцены из фильма ужасов, хотя кино в дворцовом комплексе действительно снимали. В 2001 году украинским режиссером Юрием Герасимовичем Ильенко на киностудии имени Довженко начато кинопроизводство ленты под названием «Молитва о гетьмане Мазепе». Эта историческая драма «Фантасмагория» занимает 36-ю позицию в рейтинге лучших фильмов украинского кинематографа и вызвала большой резонанс в обществе на момент презентации. Сцены, запечатленные в дворцовом комплексе, включают в себя лишь некоторые элементы здания, такие как балкон, несколько комнат и часть фасада. В принципе, невооруженным глазом заметно, что киношники использовали сегмент здания, нетронутый рукой советских маляров, следующих единому стандарту в окрашивании общественных помещений: синяя краска в нижней части стены, побелка в верхней. В дореволюционные года наличие лепнины в усадьбах было признаком роскоши. Чем изысканнее и тоньше работа над орнаментами, тем богаче владелец такого дома. В помещениях замка Румянцева-Задунайского сохранились великолепные экземпляры лепнины. Причудливые витиеватые лозы с цветами и листьями, украшающие тяжелые карнизы. Фигуры людей в декоративных овальных рамках на стенах. Стоит представить, как выглядело это великолепное изящество вкупе с пышным убранством комнат. К сожалению, ни люди, ни время не щадят здания. Влага проникает в помещение через негодную крышу, из-за чего происходит разрушение конструктивных элементов. Видны трещины в стенах и на потолке. Под ногами лежат огромные куски штукатурки, обрушившиеся на дорогой некогда паркет. Комнаты в замке максимально забиты различной мебелью, похоже, служившей для нужд детского лагеря. На фоне массивных советских кроватей и шкафов обособленно выглядит такой же огромный бильярдный стол. Не знаю цели его предназначения в детском лагере, но мне от чего-то кажется, что ребятишкам вряд ли было позволено его использовать. Фактически все комнаты являются проходными, и в здании, похоже, даже сейчас можно ненароком заблудиться. Что уж говорить о том времени, когда замковый комплекс был значительно больше.
Все благодаря сети коридоров, коими передвигались многочисленные слуги графа Румянцева-Задунайского, которые не имели права пересекаться с высокопоставленными особами, владельцами и гостями имения. Межкомнатные двери также выполнены с элементами декора и, возможно, сохранились в своем первозданном виде. Одна из крайних комнат мокнет более других, что видно по особо сильному разрушению потолка, отсыревшим доскам на полу и разросшимся здесь мхом. Это чревато полным обрушением потолка, что ускорит тотальную руйнацию части здания. Дворец имел интересную технологию отопления. От печей, расположенных в подвальном помещении, теплый воздух поднимался вверх, обеспечивая таким образом комплексный обогрев помещений. В центральной части здания находится лестница на второй этаж. Она не вписывается в общий вид помещения своими грубыми формами, но является достаточно крепкой и надежной, даже спустя большое количество времени, в течение которого активно эксплуатировалась многими людьми. Из окон второго этажа открывается изумительный вид на парковую зону и реку Десну. Здесь даже мимолетно остановишься, чтобы запечатлеть в памяти это великолепие природы, настолько удачно запечатленное в оконном проеме, словно в объективе фотоаппарата, дождавшегося удачного момента для съемки. Однако состояние второго этажа воистину удручает. Потолок фактически валится на голову, пол усеян кусками штукатурки, сверху оголилась деревянная решетка. Сырость беспощадно разрушает 200-летнее строение.
На территории дворцового комплекса расположено несколько корпусов более несуществующего санатория, построенных при Советском Союзе. Две серые безликие громадины возвышаются недалеко от дворца, прямо посреди парка, будто давая возможность посетителю побывать в двух прошедших эпохах, пройдя всего несколько сотен метров от одного здания к другому. На одной территории стоят друг против друга потомок неоклассицизма и псевдоготики и детище советского конструктивизма. Общее у них лишь то, что здания заброшены и более никем не востребованы, кроме туристов, иногда забредающих в эти края, да историков-краеведов, на глазах которых разрушается великолепный экземпляр старинного зодчества. Посетителям разрешается осмотреть архитектурный комплекс, однако помещения замка недоступны для экскурсии. Профильное министерство вносило замковый комплекс в программу реставрации исторических объектов, но деньги были выделены лишь на бумаге. Стоит отметить, что за все время своего существования в имении Румянцева-Задунайского не проводилось ни одного серьезного ремонта, но разговоры об этом не прекращаются уже более 20 лет. Помимо этого, у здания были проблемы с определением формы собственности, и относительно этого длились судебные тяжбы, направленные на возвращение архитектурного комплекса из частных рук в собственность государства. Когда страсти и разговоры улеглись, о замке забыли, а учитывая военное положение в стране, забыли надолго. Территория замкового комплекса заросла настолько, что на въезде в село с пригорка вдалеке еле проглядываются уцелевшие готические башенки и очертания большого величественного строения. Остается лишь надеяться на то, что этот объект культурного наследия когда-нибудь дождется надлежащего ухода. В противном случае он будет предан забвению, сохранив лишь тень былого великолепия и самобытности, отраженной создателем 238 лет назад.